Здорово, народ! Сегодня в этом видео хочу рассказать, как правильно ухаживать за игровыми мячами, как продлить их срок службы и чего делать ни в коем случае нельзя. Поехали! Данная информация применима как к баскетбольным, так и футбольным мячам. Для вашего удобства тайм-код всех тем на экране и в описании под видео. Приобретая новый волейбольный мяч, конечно же хочется, чтобы он был не только качественным, но и сохранял свои технические характеристики и первоначальный внешний вид как можно дольше. При этом срок службы мяча зависит от первоначального его качества, от интенсивности использования, типа покрытия игровой площадки, на которой вы играете, погодных условий при игре на улице, правильном уходе за мячом после тренировки, грамотной накачки, хранении и транспортировки. И сейчас я обо всем подробно расскажу. Мячи бывают для игры в зале и на улице, клеенными и шитыми, и за каждым из них нужен разный уход. Первое – это уход за мячом после тренировок. И начнем мы с клеенных мячей из синтетической и натуральной кожи. На экране вы сейчас видите мячи данного типа. Это разновидность мяча, панели которого приклеены на каркас. В основном панели используются в волейбольных и баскетбольных мячах. После тренировки протирайте мяч влажной тканью, если на нем есть загрязнение. Если вы не можете удалить грязь, протрите мяч тканью, смоченной в мыльной воде. Я, например, использую жидкое мыло. После этого тщательно сотрите остатки моющего средства, чтобы они не оставались на поверхности, так как это может вызвать обесцвечивание мяча. После этого всегда протирайте мяч насухо. Сушить мяч необходимо вдали от прямых солнечных лучей и батарей, в хорошо вентилируемом месте. Если вы играли на улице и ваш мяч пропитался дождем, проделайте ту же процедуру по возвращению домой. Не протирайте мяч растворителями. Это может повредить материал покрытия и клеевую основу панелей, и они начнут отклеиваться. Избыточная влажность и нагрев мяча приводят к снижению силы сцепления. Панели могут отслаиваться или обесцвечиваться. Поэтому если вы будете смывать в ванной или раковине мыло, как это делаю я, используйте теплую воду комнатной температуры и минимизируйте продолжительность нахождения мяча в мокром состоянии. Если вы чистите несколько мячей, вымойте и вытрите насухо первый мяч, после приступайте ко второму. Удобнее и быстрее всего мыть мяч в резиновых перчатках. Вы не испортите внешнее покрытие и тщательнее удалите загрязнения. Вот вам памятка по уходу за клеенным мячом. Можете сделать себе скриншот для удобства. Общие меры предосторожности. Не оставляйте мячи в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. Избегайте хранения в жарких или влажных местах, например, балконах. Регулярно сушите мячи в хорошо проветриваемом месте. Не используйте фены и обогреватели. Дайте мячу обсохнуть естественным путем. Если мяч очень мокрый, то предварительно вытрите его насухо мягкой тканью. Если же у вас сшитый мяч, панели которого пришиты к корпусу, как правило, это все мячи для пляжного волейбола, некоторые бюджетные модели для классического и футбольные мячи, то по окончанию игрового процесса такие мячи необходимо немного приспустить. Это делается с целью ослабления давления на швы и панели. Такая мера способствует сохранению эластичности и формы инвентаря, и соответственно увеличению продолжительности срока службы. У мяча, который все время накачан до максимального показателя, панели быстро вытягиваются, плотность швов ослабевает, из-за чего увеличивается впитываемость влаги, ухудшаются игровые характеристики и мяч теряет свою первоначальную форму. Но лично я не спускаю свои мячи каждый раз, а накачиваю их по нижнему значению, указанному на мяче. Так как считаю, что регулярная подкачка и спускание в полевых условиях, где можно не заметить песок в ниппеле или испорченную иглу, скорее приведет мяч в непригодность, чем он потеряет свои игровые свойства от постоянной накачки. Важный момент: все мои мячи профессионального сегмента, и для них данная необходимость менее актуальна, чем для мячей за 1-2 тысячи рублей. Уход за таким мячом после его использования схож с клеенным. Единственное, что в них необходимо после каждого использования на улице удалять грязь или песок, который остался в шовной части. Не рекомендуется мыть и мочить такие мячи под струей воды, так как нитки в них могут размокнуть и порваться. Качество ниток и панелей само собой зависит от ценовой категории мяча. В случае загрязнения протирайте мяч влажной тряпкой или полотенцем. Если вы не можете удалить грязь водой, протрите мяч тканью, смоченной мягким моющим средством, разбавленным с водой. После этого насухо вытрите мяч и оставьте сушиться в помещении комнатной температуры, вдали от прямых солнечных лучей и любых источников тепла в хорошо вентилируемом месте. Так, например, у топового пляжного мяча Mikasa VLS 300 поверхность панелей покрыта дополнительным прорезиненным слоем, который обеспечивает лучшую водонепроницаемость по сравнению с обычными шитыми мячами для пляжного волейбола. Даже в дождь он не изменит свои весовые характеристики, и для него все эти правила менее значимы, чем для младших моделей в его серии. Вот вам памятка по уходу за шитыми мячами. Можете сделать себе скриншот для удобства. Теперь поговорим, как правильно накачать волейбольный мяч.
По всем правилам отверстие ниппеля или иглу необходимо смазывать специальным маслом, после чего вставлять иглу и накачивать до значения, указанного на конкретном мяче. Давайте будем честны, никто из нас не будет покупать специально для этого масло и продолжить смачивать иглу слюной. Если я не прав и среди вас есть те, кто использует специальное масло, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Обычно его используют там, где необходимо качать более одного мяча за раз, в спортивных секциях, школах или командах. Использование специального масла крайне желательно, поскольку оно спасает от преждевременного изнашивания клапана и ниппеля при вхождении иглы, а также защищает его от пересыхания. Если у вас под рукой нет такого масла, иглу необходимо смочить слюной, но ни в коем случае не смазочными средствами, не предназначенными для этой цели. Они могут содержать компоненты, разрушающие материалы ниппеля. Также не смачивайте иглу мылом или слюнями после шоколадок или газировок. Всегда обращайте внимание, чтобы наконечник иглы был гладким и ровным. Часто у дешевых игл бывают небольшие рубцы на кончике. Помните, что на накачанный волейбольный мяч нельзя садиться и наносить по нему сильные удары ногой. Профессиональным мячам такие удары не страшны. А вот для бюджетных несоблюдение этих правил приведет к быстрой потере формы, что наглядно продемонстрировали ребята с канала Живой Футбол. Кому интересно, ссылку найдете в описании. Из личного опыта хочу сказать, если не смачивать иглу перед накачкой и вставлять в мяч, который давно не накачивался, длительное время был на солнце или вблизи источника тепла, регулярно использовался на улице и в отверстии есть песчинки, то вероятность убить такой мяч сухой иглой очень высока. Если ваш мяч длительное время находился в холоде, перед накачкой его необходимо отогреть. Можно положить его на батарею на несколько минут для более быстрого отогревания и только после этого накачать. Но не забывайте, если вы накачаете холодный мяч до предельных значений, то во время тренировки холодный воздух внутри при нагревании создаст дополнительное давление, и вы получите перекачанный мяч, который будет отбивать руки, а также повысите риск его деформации, появления грыжи, повреждения клеевой основы и лишитых швов на мяче. На моей памяти у друзей много мячей пали смертью храбрых, но лично у меня за 15 лет тренировок ни один мяч по этим причинам не портился. Только от старости высыхали ниппели в мячах, которым от 10 до 15 лет. Вот вам памятка, какое давление должно быть в различных мячах. Но в первую очередь ориентируйтесь на информацию на мяче, потому что у бюджетных моделей превышение нормы давления, указанной в области ниппеля, ведет к его скорой деформации. Если вы только приобрели новый мяч, шитый или клееный, его необходимо накачать до нижнего или среднего значения, указанного на мяче. После дать ему время принять свою форму, от нескольких часов до 1 дня. Из-за специфики упаковки, транспортировки и хранения мячей на них иногда образуются морщины и заломы, которые по истечению некоторого времени, зависит, конечно, от типа материала покрышки, исчезают и мяч становится гладким. Шитые мячи при первой накачке могут быть на 1-2 см в окружности меньше стандарта. Таким мячам требуется время, чтобы панели и швы растянулись до правильных значений. Поэтому не пугайтесь, если после первой тренировки мяч может показаться немного спущенным, или на манометре будет значение ниже того, что было в начале тренировки. Внешние панели растянулись, и поэтому внутреннее давление в мяче стало ниже. Рекомендуется всегда проверять давление в мячах при помощи манометра. Перекачивание мяча создает повышенное давление и чрезмерные растягивающие нагрузки на материалы, из которых изготовлен мяч, значительно сокращая срок его службы, а также вызывая дискомфортное ощущение при приеме мяча. Если вы собираетесь это делать, то купите специальное масло, чтобы сохранить ниппель. Из личного опыта могу сказать, что иногда попадаются китайские толстые иглы, которые с трудом входят в некоторые волейбольные мячи. Само собой, на глаз это трудно определить, там разница может быть менее 1 мм. Поэтому если есть трудности с входом иглы в ниппель, либо пользуйтесь смазкой, или смените иглу. Мой негативный опыт был с несколькими иглами с AliExpress, которые шли в комплекте с мячами в подарок. Во время накачки мяча проверяйте иглу и ниппель на наличие загрязнений в них. Вставляйте иглу плавно, без резких движений и под прямым углом, так как при несоблюдении этих простых правил можно нарушить работу ниппеля. Не рекомендуется качать мяч на улице при низкой температуре, опять же из-за особенностей ниппеля. Но если вы все-таки это сделали, то по возвращению домой спустите немного мяч, чтобы холодный воздух при расширении не создавал избыточное давление. Как проверить давление в мяче без манометра? Для человека, который только познает азы волейбола, сделать это очень трудно. Мы с ребятами можем уже на ощупь определить, правильное давление в мяче или нет, но при этом я все равно время от времени сверяюсь с манометром. А как же быть тем, у кого его нет? Самый простой способ — это отпустить мяч с вытянутой руки и посмотреть на его отскок. Он, конечно, не точный, но по крайней мере позволяет проверить давление в мяче. Если мяч отскакивает до уровня верхней части бедра, то можно считать, что мяч накачан нормально. Если мяч отскакивает ниже, значит накачан слабо, отскакивает выше,
значит перекачан. Для примера хочу показать вам отскок мяча с высоты в 195 см, накачанного на 90, 100 и 110% от нормы. За 100% берем верхнее значение, указанное на конкретном мяче. Остальное рассчитываем в процентном соотношении. Практика показала, что разница отскока при давлении в плюс-минус 10% от нормы в привычном для многих тесте незначительна. И существенная разница началась только когда мяч был накачан на 60%. При этом многие мячи с давлением в 110% очень сильно прижигали бы руки во время игры. Хотя тест с отскоком до уровня пояса они бы и прошли. Для начинающих волейболистов советую качать мяч по ощущениям его в приеме. На мячах норма давления может указываться в килопаскалях, фунт сила на квадратный дюйм или пси, барах и килограмм сила на квадратный сантиметр. Если вы не хотите покупать себе отдельно манометр, то можете присмотреть насос с встроенным манометром. Для тех, у кого есть манометр только с одной величиной, вот вам таблица для перевода величин в нужную для вас. Теперь коротко о ремонте. Отремонтировать волейбольный мяч очень трудно. Если травить ниппель, его практически невозможно реанимировать. Если отклеилась панель, то ее необходимо приклеить клей-гелем на основе полиуретана. В 90% случаев такой мяч станет разбалансированным, так как каждый грамм клея, особенно если вы используете на неэластичной основе, приведут его к непредсказуемым траекториям и возможному отвердению в области ремонтных работ. К сожалению, у меня сейчас на руках нет мяча с подобными повреждениями, но если в будущем попадется, я постараюсь снять об этом подробное видео. В любом случае, отремонтировать мяч без должной сноровки не получится. Проще купить новый, поэтому берегите свои мячи. Теперь поговорим о хранении. Оптимальным местом для хранения мячей являются сухие и хорошо вентилируемые помещения с температурой воздуха в пределах от 5 до 25 градусов Цельсия и относительной влажности 50-80%. Также они должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и постоянных перепадов температур. Поэтому если вы храните мяч на балконе, не удивляйтесь, что через год он начнет спускать воздух. При правильном обращении с мячом он может держать свое внутреннее давление в неизменном состоянии больше года. Если вам приходится регулярно подкачивать мяч, значит одно из ранее озвученных правил было нарушено. Транспортировка мячей, находящихся в эксплуатации. Здесь подразумевается длительный перевоз игрового мяча, а не путь от дома до тренировки. Хранить и перевозить клееные мячи, которыми вы уже играли, следует в накачанном состоянии. Если этого правила не придерживаться, возрастает вероятность того, что панели отслоятся, а материал покрышки деформируется. Шитые мячи необходимо транспортировать в спущенном или слегка приспущенном состоянии. Четкое выполнение простых рекомендаций, приведенных выше, позволит максимально продлить срок эксплуатации волейбольного мяча. Обращаю ваше внимание, что все новые мячи с завода-изготовителя поступают в спущенном или приспущенном состоянии для их безопасного перемещения и хранения. Напишите, ребят, какая тема для вас актуальнее, и я сделаю ее в первую очередь, так как подобные видео делать очень долго. Первое – это топ-10 волейбольных мячей. Второе – топ мячей для пляжного волейбола. Третье – топ бюджетных мячей для волейбола. Или может лучше рассказать про мячи для игры на улице. Пишите в комментариях, что вам интереснее из этого, и я сделаю его следующим. О том, как отличить оригинальный мяч от подделки, я уже снимал подробное видео, ссылку найдете в описании. Важный момент. Многие зрители того обзора восприняли характеристики китайского фейка как правило определения подделок, но это не так. Я лишь сравнил топовый волейбольный мяч МВА-200 с его китайской копией. Торчащий ниппель и вдавленный текст в панели – это то, чего нет у мячей, одобренных Федерацией волейбола. Но это норма для бюджетных мячей. По факту китайская подделка МВА-200 является бюджетным мячом, выдающим себя за топ-сегмент. В принципе, у меня на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Наверняка в этом видео я забыл какой-то важный момент или не ответил на популярный вопрос, поэтому проверьте описание, по возможности я буду дополнять его полезной информацией, не вошедшей в видео. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то поделись им со своим другом и сделай репост в соцсетях. С вами был Егор Пупынин, всем удачи и максимальной живучести вашим мячам.